Всем привет! Рада вас видеть на канале Travel & Invest. Я Карина, а сегодня я вам покажу, что получилось из той студии, которую я выбрала в прошлом видео, какой же ремонт я сделала. Кстати, важный момент. В некоторых домах в Грузии, в частности в Батуми, если это не является апарт-отелем, нет платы за коммунальных платежей. Поэтому этот объект является еще привлекательным тем, что вам не нужно платить там 50, 60, 70, 80 долларов в месяц за то, что вы владеете этой квартирой и не пользуетесь. В любом случае, если вы вкладываете деньги в такой объект, вы как бы можете их заморозить и не платить никакие проценты. А теперь давайте посмотрим, что же у меня получилось. Сейчас мы с вами находимся в свежеотремонтированной студии, в которой я уже сама лично прожила 1 месяц. Улучшила ее так, что было комфортно жить как в краткосрочную аренду, так и в долгосрочную аренду. Давайте посмотрим. Итак, здесь у нас находится кухонная зона. Так как я занимаюсь краткосрочной арендой уже 3-й год в Батуми, в принципе, поначалу мне казалось, что Orbi City не совсем подходит для краткосрока, но теперь я считаю, что они прям идеально все рассчитали. Поэтому моя мини-кухня сделана по их образцу. Здесь у нас находится холодильник, варочная поверхность на 2 комфорки, здесь отделение для столовых принадлежностей, отделение для посуды и достаточно большая раковина. Так как раковину я поставила достаточно широкую, чтобы было удобно мыть посуду, я также подобрала удобный для этого делала кран на гибкой конструкции. И посмотрите, можно струю, а можно обмывку. Так как эту квартиру я буду сдавать, скорее всего, и в долгосрочную аренду тоже, я сразу на будущее запланировала. Возможно, нужно будет поставить вытяжку, если это будет долгосрочная аренда, а также микроволновую печь. Поэтому здесь я предусмотрела 2 источника электроэнергии. Здесь у нас располагается рабочая зона. Так как многие люди, которые проживают в Батуми в долгосрок, являются удаленщиками, я предусмотрела достаточно длинную рабочую поверхность, если здесь будут проживать 2 человека, чтобы у каждого было достаточно места. Кровать у нас 1,60 м, чтобы гостям было удобно спать. Кровать я сделала высокую, эту фишку я тоже подсмотрела в Orbi City, потому что если кровать высокая, во-первых, очень удобно на нее садиться, а во-вторых, очень удобно мыть. То есть эта квартира, она вообще продумана до мелочей именно для того, чтобы уборка и износостойкость объекта была максимально подредактирована под краткосрочную аренду. Именно поэтому кровать я заказала железную. Неважно, сколько гостей у вас будет за ближайшие 10 лет, все равно кровать будет в идеальном состоянии. Если где-то будет какая-нибудь царапинка, легко можно белой краской ее замазать, и кровать как новая. То же самое у меня совсем здесь, например, с обоями. Я всегда в своих объектах выбираю белый цвет, обои под покраску или же стекловолокно, потому что это очень быстро можно отремонтировать минимальными затратами за 5 минут. Просто подкрасить все, стены как новые. А также обратите внимание на вот эти защитные рамочки. Я в Батуми таких не нашла нигде, поэтому специально привезла из Латвии. Все выключатели, которые есть в этом доме, оснащены вот такими рамками против жирных рук и порчи ремонта. Неважно, я или следующий владелец, кто здесь будет жить или управлять этой квартирой, этот ремонт, он действительно неубиваемый. В ближайшие 10 лет сильных вложений квартира не потребует. Потолки я сделала натяжные, делала компания Alpha Style. Вадиму привет, я очень довольна их работой, могу рекомендовать. Постелила ламинат, не плитку, потому что все же она дешевле, у нас тут достаточно инвесторский ремонт и легко поменять. Если что-то случится, это небольшая площадь, легко заменили и все. Это первый момент, а второй момент это тепло. Все-таки по ламинату, на мой взгляд, ходить намного приятней. А теперь я покажу вам то, о чем я долго думала и сомневалась, стоит ли мне так поступать или поступить по-другому. Послушав местных, послушав специалистов в этом деле, я решила все-таки рискнуть и сделать газовое отопление, несмотря на то, что в этой квартире нет балкона. Итак, здесь я расположила газовый котел. Я переживала, что он может быть шумным, но нет, я живу здесь месяц и могу сказать, что холодильник более шумный, чем этот газовый котел.
Вот, поэтому здесь отопление газовое, экономичное, суперкомфортное. Некоторым людям комфортно жить с кондиционером, как отоплением, мне лично нет, поэтому я решила, что раз мне так комфортнее и спрос на отопление с газового центрального типа, а в Батуми газовый индивидуальный котел — это центральное отопление обычно называется, раз спрос на этот товар более высокий, и я все-таки заморочусь и сделаю отопление именно газовое. Здесь я сделала одну небольшую батарею у фасадной стены, и вторую батарею расположила здесь, более большую. А теперь хочу вам рассказать о том, где же я сушу белье, если нет балкона. В одной из квартир Батуми я присмотрела на балконе вот такую вот сушилку. Ее я использую. И, честно скажу вам, это очень удобно. И так как это находится прямо рядом со стеклопакетом, вся влага уходит наружу. И никаких развешенных маечек за окном, чтобы за ними могли наблюдать соседи. Вот, поэтому здесь сделано все аккуратно и так, чтобы не мешать другим людям, которые смотрят на фасад здания. Квартира находится на солнечной стороне. Это у нас получается восточно-южная сторона. И квартира находится на очень тихой улице. То есть здесь нет под окном пока что баров или чего-то такого. Напротив есть гостиница, но у них ресторан внизу, бара нет. Вот, поэтому здесь я сплю спокойно, вообще отлично. Потому что улиц действительно, у которых в старом городе были бы такие тихие, их немного. Это очень большой плюс этой квартиры. А сейчас я покажу вам то, что есть в этой квартире, но нет практически ни в какой другой в Батуми. То, что радует меня многими вечерами. Так как Батуми — это курортный город и многие квартиры именно сделаны под аренду, владельцы очень часто выбирают душ вместо ванны, потому что это проще сделать и тратится меньше воды. Вот. Но я решила, что должно быть хоть одно место в старом городе с прекрасной ванной, где можно расслабиться, провести романтический вечер. Здесь я часто себе фрукты кладу, разные вкусняшки. Тут стул, смотрю какой-нибудь фильм, просто супер, свечки еще можно зажечь. Вот. А теперь давайте расскажу вообще про наполнение ванной комнаты. Здесь у меня шкаф. Внизу у нас располагаются все чистящие средства, а также швабра, метла. Они запрятаны в шкафу именно потому, чтобы не смущать посетителей разными хозяйственными приборами. Но верхняя часть шкафа закрывается на ключик, чтобы уборщица могла хранить все свои дополнительные расходники именно там. Шампуни, гели, мыльца и так далее. Дальше. Здесь сделан гидродуш. Батуми очень интернациональный город. И гости из арабских стран прям очень сильно ценят это. То есть, если вы инвестируете в недвижимость в Батуми и делаете сам ремонт, я вам очень рекомендую делать гидродуш. Гости из арабских стран оценят. Здесь сделан у нас подвесной унитаз, потому что он симпатичнее выглядит, и мыть его тоже быстрее, удобнее. Именно поэтому я выбрала его, а не обычный унитаз. Далее. Раковина над стиральной машиной. Честно, в Батуми мне было ее прям не просто найти. Во всем Батуми я нашла только два варианта. И если я сравниваю цену в Латвии и сравниваю цену в Батуми, и ванна, и раковина над стиралкой, они прям чисто в разы дороже, чем в Латвии. У меня шли два параллельных ремонта, и я могла прям наблюдать, какие товары в Батуми более дорогие, какие в Латвии. Но могу сказать, что в Батуми действительно очень много и стройматериалов, и всяких деталей значительно дороже, чем в Латвии. Также в Латвии есть то, чего здесь нет. Так как санузел у меня включает все необходимое, мне нужна была такая раковина, потому что стиральная машина отлично вписывалась в этот санузел. Также я здесь сделала полотенцесушитель. Полотенцесушитель у меня сделан водный, но в следующих ремонтах я бы все-таки рекомендовала делать электрическим. Но что меня здесь особенно радует, так это теплый пол. То есть я заморочилась, я сняла стяжку, которая уже была готовой, и мы уложили здесь теплый пол, который регулируется вот таким вот теплорегулятором.
Почему я решила так заморачиваться? В Батуми высокая влажность и плесень здесь, к сожалению, в очень многих местах. Но благодаря теплому полу, благодаря полотенцесушителю, благодаря очень мощной вентиляции, возможно, даже слышите ее, вероятность, что здесь появится плесень, прям очень низкая. И еще, в Батуми редко кто делает вообще гидроизоляцию. Мне даже пришлось спорить со строителями, они не хотели ее делать, но я настояла, и здесь сделана гидроизоляция очень хорошо. И вокруг, под всей плиткой, и, конечно же, на полу, то есть даже в 2 слоя. Они сказали, что я могу теперь тут рыбок пускать. Вот, поэтому за качество ванной комнаты я абсолютно спокойна, что здесь не будет ни плесени, ничего такого. И, конечно, очень-очень комфортно выходить из ванны и вставать на теплый пол. Ну и, конечно, все девушки оценят такое зеркало. Смотрите. Да, тут тоже я решила не экономить, поставить электрическое зеркало. Также я поставила сразу встраиваемый фен, чтобы он нигде не валялся, чтобы он красиво висел. Обращу внимание еще для тех, кто краткосрочной арендой занимается, знает, но тут кто только-только планирует, покупайте всегда дозаторы, которые висят. Очень удобно, все протирать, ничего не валяется, все отлично. То же самое и даже с ёршиком, и другими какими-то такими мелкими предметами, которые можно повесить, а не поставить. Также вот я еще повесила здесь для полотенец, чтобы гость, как только выходил с ванны, ему было комфортно брать оттуда полотенце. В этой студии предусмотрено большое место для хранения. Здесь у нас много полок, есть ящички, а также есть большие антресоли, которые закрываются под ключ. И если вы занимаетесь краткосрочной арендой, запасные комплекты очень удобно хранить именно там. А теперь мы с вами поговорим о инвестиционной привлекательности этой квартиры. Обратите, пожалуйста, внимание на экран. Здесь подробно расписано, сколько что стоило, со сноской доллары и евро, взят средний курс в тот момент, когда был произведен ремонт квартиры. Но все стоимости в Ларе, они вот так, как есть по чекам и то, как я расплачивалась с подрядчиками. Могу сказать, что несмотря на то, что я делала теплый пол, то, что выбирала достаточно дорогую плитку, подвесной унитаз, раковину над стиралкой, я потратила меньше денег, чем планировалось. Про возврат инвестиций. Если я сдаю эту квартиру в долгосрочную аренду, при даже минимальном пороге $450, но на самом деле, если я вхожу в рынок сдачи летом, когда предложение квартир симпатичных в локации недалеко от моря очень ограничено, я могу сдать ее даже за $550, за $600 летом. Но если мы берем негативный сценарий, да, так чтобы быть точно на safe side, по $450, то это 15% годовых. Если бы же это было $550, то это было бы уже почти 19% годовых. И если я сдаю квартиру в аренду микс, когда я сдаю летом посуточно, а остальное время года помесячно, то возврат инвестиций 23%. Если же я вычитаю из этого расходы на клининг, чистящие средства и так далее, то это 19,7% годовых. В любом случае, я считаю, что это отличный результат, особенно если я сдаю вот в долгосрок. Я прям посмотрела на свою таблицу, и мне даже не захотелось краткосрочной аренды заморачиваться, просто сдал и получаешь почти 19% годовых. Ну а качество ремонта проверено вот этими 2 сладкими песиками. Мы с ними жили месяц, и, как видите, ремонт сохранился абсолютно идеально. А если все-таки что-то было поцарапано или покусано, было легко заменено вообще минимальными затратами. А если вы хотите собаку и хотите сделать доброе дело, приезжайте в Грузию. Здесь можно найти даже породистых собачек на улице. А волонтер Антон вам в этом поможет.